Познаем Китай, об экономике, бизнесе и не только. Добро пожаловать на мою авторскую передачу. Меня зовут Владимир Терентьев. Эта передача не развлекательная. Здесь мы пытаемся понять, что происходит в мире, что происходит в макроэкономике. Анализируем ситуацию связки с Китаем, крупнейшим мировым игроком, для того, чтобы предвидеть в конечном итоге, снимать сливки с информации, для того, чтобы защитить себя и зарабатывать на этом. Здесь я представляю только реальные факты с англоязычных и китаязычных ресурсов, которые беру с официальных источников, перерабатываю эту информацию, превращаю в короткие видеоролики, чтобы это было удобно для вас, слушателей. Чтобы не терять информации, подписывайтесь на мой канал. Жмем на кнопку колокольчик, чтобы не упускать важных новостей. И прошу, дослушивайте видеоролик до конца. В конце есть вопросы, ответы на которые можно оставлять в комментариях, где мы можем обсуждать ваши мысли. Сегодня мы поговорим о том, кто будет платить за кризис, который разразился в США, и почему эта далекая страна имеет прямое отношение к вашему карману. Киссинджер однажды сказал, что тот, кто контролирует нефть, будет контролировать все страны. Кто контролирует права на выпуск валюты, будет контролировать мир. Будучи крупнейшей в мире страной, Соединенные Штаты имеют два важных средства контроля мировой экономики. Во-первых, контроль над энергетикой. Во-вторых, контроль над правами на выпуск валюты. В долгосрочной китайско-американской торговой гонке валютная война между долларом США и юанем кажется неизбежной. Меня очень заинтересовал вопрос, почему американский доллар в китайской называется мэйджин или американским золотом. Ответ я нашел из краткой истории развития доллара. После окончания Второй мировой войны в 1945 году ветераны капиталистических стран пришли в упадок, и Соединенные Штаты стали крупнейшей в мире страной-кредитором. Также политической и экономической державой номер один. В то же время Соединенные Штаты являлись единственной страной, которая поддерживала золотой стандарт. В июле 1944 года была очень важная конференция, которая называется Бреттон-Вудская конференция. На этом совещании была окончательно определена система с фиксированным обменным курсом, ориентированная на доллар США. То есть доллар США был привязан к золоту, а другие валюты были связаны к доллару США. С этого дня доллар США называется мэйджин, американским золотом. Это означает, что доллар США стал мировой валютой. Во всех международных торговых расчетах доллар США превратился в якорь. Системы валютных курсов различных стран привязаны к доллару США, а товары номинированы в долларах США. Последующие 2 десятилетия, когда масштабы мировой торговли и общий объем экономики росли, спрос на доллары резко возрос, а скорость выпуска долларов начала быстро расти. Однако, соответствующий рост золота очень ограничен, что привело к обесцениванию доллара по отношению к золоту. Чтобы застраховаться от риска девальвации, в этой новой ситуации президент Никсон объявляет в 1971 году, что доллар США отделен от золота. Но чтобы доллар США сохранил свой статус мировой валюты, он должен был найти другой якорь. Что этим стало? Американцы выбирают нефть. В 1974 году доллар США стал единственной ценовой и торговой валютой. Доллар связали с нефтью. Курс доллара может колебаться в зависимости от количества добываемой нефти. Соединенные Штаты не должны брать на себя ответственность за стабильность обменного курса и с тех пор открыли эру супергегемонии доллара. С тех пор, когда доллар США стал единственной международной валютой, это означает, что американцы получили возможность стричь шерсть с мировой экономики. Например, Соединенные Штаты могут выпустить облигации, чтобы позволить стране работать в форме высокого долга, что эквивалентно покупке чего-либо у других без оплаты. С другой стороны, нынешние крупные торговые страны, в том числе Китай и Россия, прилагают все усилия для продажи продукции, а затем используют их для обмена долларов на валютные резервы страны.
В результате этого, когда доллар обесценивается, долг США, удерживаемый всеми странами, немедленно сокращается. Во время эпидемии в этом году Соединенные Штаты ввели ряд мер по спасению своей страны, начиная от нулевых процентных ставок до неограниченного количественного смягчения кредитов и заканчивая политикой стимулирования бюджета в размере 2,2 триллиона долларов США. В настоящее время долг администрации Трампа достиг 7 триллионов долларов США. И ожидается, что к концу года он превысит 10 триллионов долларов США. В ответ на это явление некоторые люди считают, что повышение ликвидности доллара США приведет к обесцениванию доллара. Так что в мире возникло мнение заменить доллар. В настоящее время в академическом мире идет спор. Приведет ли политика количественного смягчения доллара к снижению статуса доллара США? Или все же к росту мировой торговли? Существует группа мнений о том, что повышение ликвидности доллара США приведет к обесцениванию доллара. Его кредиты и международный статус могут снизиться. Но другие считают, что финансовые потрясения укрепят позиции доллара как актива убежища. Вспышка кризиса заставила людей осознать, что наличные деньги являются королем. Они предпочли продажу других активов, таких как акции и облигации. Как мировая валюта, доллар США обладает естественными свойствами полного обращения и полного обмена. Поэтому он превратился основным каналом неприятия риска. Проще говоря, более безопасно хранить деньги в долларах США, чем в других валютах и активах. Если мы обратимся к истории, то обнаружим, что почти каждый раз, когда происходил крупный мировой финансовый кризис, статус доллара США сохранял определенную силу. Например, после европейского долгового кризиса доля доллара в мировых платежных валютах возросла с 30% до 40%. После финансового кризиса 2008 года ФРС продолжила 4 раунда количественного смягчения. Тем не менее, доля доллара в мировых валютных операциях выросла с 86 до 88%. Только в конце мая этого года Соединенные Штаты подписали соглашение о валютном свопе с 14 странами доллара США. Страны обеспечили ликвидность доллара США на рынке финансов на своих территориях в период эпидемии. Это показывает, что международный валютный статус доллара США не только не уменьшился в этом раунде эпидемии, но и продолжает укрепляться. Это текущая цена и суждения о тенденциях являются очень важными данными для многих бизнесменов, занимающихся внешней торговлей, и семей с высоким доходом и возможностями международного распределения активов. Уважаемый слушатель, вопрос для тебя. Какие активы вы купили для хеджирования рисков во время эпидемии? Давайте поговорим об этом, ответы пишем в комментариях. Для тех, кто хочет зарабатывать на Китае, познавать новые бизнес-тенденции, для тех, кто хочет учиться в Китае по гранту, для тех, кто хочет найти работу в Китае, вступайте в закрытый бизнес-клуб одноименный «Познаем Китай». Ссылка под этим видео в описании. Большое спасибо за ваше внимание.